Всем привет! С вами Артем и канал Филиппинские истории. Про каждую страну существует ореол мифов, в том числе про Филиппины. Люди сталкиваются с этими мифами, когда начинают изучать информацию про Филиппины, находят много негативных факторов и в итоге думают: да ну нафиг, я сюда не поеду. Хотя эти мифы не имеют под собой никакого реального основания. Но с другой стороны, это не означает, что все мифы неправда. Так давайте же разберемся, какие мифы имеют под собой реальные основания, на что стоит обратить внимание, и какие мифы просто страшилка для туристов. Воруют не бедно. Запах на самом деле безопасный. Так что же здесь? Правда ли, что Филиппины опасная страна? Такие вопросы я часто получаю в Telegram от подписчиков или от потенциальных студентов. Разумеется, такой вопрос чаще задают женщины и семьи с детьми. Они говорят: я бы хотел приехать на Филиппины, но мне страшно. Как там обстоит ситуация с преступностью? Причем их не интересуют именно статистические данные по количеству преступлений на душу населения. Они говорят: Артем, скажи, что ты видишь своими глазами, безопасно или нет? Поэтому отвечать на этот вопрос я буду также субъективно, основываясь на том, что я вижу своими глазами. Вот я общаюсь с людьми и спрашиваю их, говорю: скажите, встречали ли вы какие-то преступления здесь в своей жизни, либо в жизни других людей? Ну, потому что это цепляет, мне как блогеру интересно, мне есть что рассказать. Я говорю: скажите мне, чтобы у меня контент был. И они говорят: ну, ничего не происходит. Я что-то где-то слышал, но это где-то вот там вот вообще было. А со мной не происходило, со знакомыми тоже. Других спрашиваешь, та же самая ситуация. Все где-то что-то слышали, но ни с кем ничто не происходило. Вот единственный негатив, что я слышал, вот по Чесноковым признаюсь, это люди, когда приезжают на Филиппины, покупают себе новенький телефон, вы знаете, с новым телефоном в новую жизнь, идут в бар, набухиваются в зюзю просто до беспамятства и теряют этот телефон. Ну, я уж не знаю, теряют или вытаскивают. Но стоит помнить, что преступники-то притягиваются к соответствующим местам. Конечно, если ты идешь в бар, там, тем более, если еще где-то проститутки находятся и какие-то сомнительные люди в сомнительный район, ну, не нужно брать новый iPhone с собой. Возьми ты себе старую мобилу, возьми ограниченное количество денег, и все. И ничего с тобой страшного не случится. Вот это самая большая опасность, с которой сталкивались люди, вот, с которыми я общаюсь. Люди скажут, вот пишут про опасности Филиппин, многие пишут про опасности Филиппин. Блогеры снимают про опасности Филиппин, я вижу это своими глазами. Вот ты скажешь, это все неправда? Нужно понимать, что блогеры, как и журналисты, ищут максимально хайповые и интересные темы. Никто не смотрит про обычную жизнь, там, про каких-то, не знаю, котиков, что-нибудь такое, что не цепляет. А что цепляет нас в первую очередь? Опасно для жизни, какой-то негатив прям такой. То есть какой контент должен пилить блогер в первую очередь, чтобы быть популярным на Филиппинах? Либо про какой-то негатив здесь, либо про девушек. Вот так каналы и поднимаются. Важно помнить, что камера дает возможности показать ракурс жизни так, как хочет автор. Что ты хочешь, что ты и показываешь. Что ты хочешь, то ты и рассказываешь. И тут сложно избежать субъективных трактований. Вот даже я сейчас гуляю по улице, я не живу вот на такой улице. Я живу в более-менее цивилизованном месте. Но тем не менее, для антуража, что вы смотрели видео и вам не было скучно, вы могли там посмотреть, что происходит за моей спиной, как живут обычные филиппинцы. Я хожу вот по местам, ищу интересные локации, осматриваю территорию, чтобы уже потом гулять вот с камерой, смотреть на камеру и вам что-то рассказывать. То есть даже мне не удается избежать чуточки вот этого хайпа, чтобы люди все-таки смотрели канал, комментировали и лайкали. Кстати, разумеется, если вам понравился видос, там напишите комментарий, полайкайте. Для вас делов на 2 секунды, а мне реально поможет развитию канала. Это мотивирует меня делать классные видосы. Спасибо вам. Опять же, обратите внимание, что большинство этих влогов снято именно в Маниле. Я бы не сказал, что Манила — это Филиппины. Да, несмотря на то, что Манила — это столица Филиппин, но это не совсем типичные Филиппины. Это большой город, где бал правят деньги. И там даже уже филиппинцы другие, не те, что на других островах.
Это вот все равно, что сказать, что вот Москва – это Россия. Да, Москва похожа на Россию, но это в Москве далеко не та же ситуация, что в регионах, вот согласитесь. А здесь разрыв еще больше, денежный разрыв. В Маниле просто очень много богатых людей. И здесь очень много бедняков. Здесь я имею в виду на Сибуе, да и вообще в регионах. Поэтому ситуация по количеству преступлений, да, даже вообще по психологии людей совершенно разная. Я долго думал над способом, которым я бы мог вам показать, что здесь на самом деле безопасно. И мне кажется, я нашел очень хороший пример. Одним из критериев безопасности страны является поведение местных жителей после захода солнца. В частности, как много женщин и детей находятся на улице после захода солнца. Например, в некоторых там латинских странах или Колумбии, насколько я знаю, после захода солнца вы вообще не встретите женщин и детей на улице. Так что же здесь? Здесь после захода солнца и вплоть до 12 ночи вы можете встретить не только женщин, но и детей. Вы можете встретить 5-летнего ребенка, который послали в магазин, условно, там, за хлебом, не знаю, там, за рисом, еще за чем-нибудь. Этот 5-летний ребенок идет один и ничего не боится. Ну и последний, самый важный аргумент, который я часто слышу. Люди говорят, у вас обязательно здесь что-то своруют, так как даже ваш телефон – это стоимость нескольких месячных или даже годовая зарплата среднего филиппинца. То есть какая логика? Филиппинец бедный, если он бедный, то он сворует ваши вещи, потому что это обеспечит ему существование на долгий период. Но мы же с вами все помним, ворует не бедный, ворует гнилой. А филиппинцы, в общем и целом, очень хорошие люди. Еще одна распространенная страшилка про Филиппины – это тайфуны и цунами. Действительно ли они так страшны здесь? Самый страшный тайфун в данный момент в новейшей истории назывался Хайян. Он был в 2013 году и унес почти 6 тысяч жизней. Это не только на Филиппинах, это также во Вьетнаме и в Китае. И да, на Филиппинах бывает сезон циклонов. Самые разрушительные из них называются тайфунами. Но что стоит знать? Во-первых, они не такие разрушительные, как нам кажется. Это вот, знаете, каждый из нас боится прыгать с парашютом, потому что боится, что парашют не раскроется. Но если посмотреть статистику по нераскрытым парашютам, она как бы очень маленькая. И попасть в ДТП намного выше. Та же самая ситуация с циклонами. Да, если, допустим, разделить количество жертв на единицу времени, которых уносит циклон на Филиппинах, и количество жертв в ДТП, разница будет колоссальная. Я даже здесь приводить цифры не буду, можете просто сами сравнить. Поэтому проблема с циклонами не в том, что это представляет какую-то огромнейшую неотвратимую опасность. Проблема в том, что это просто непривычно для обычных людей. Мы-то с тайфунами не встречаемся, и поэтому это занимает большой объем внимания, и кажется, что это очень опасно, преувеличив эту угрозу. И вот насчет домов, говорят, сносит дома. Дома сносят вот из таких созданных подручных материалов, из легких. Капитальные сооружения из бетонных блоков, из кирпичей. Они как стояли, так и остаются стоять. И местное население тоже адаптируется к этим тайфунам. Например, можно видеть, здесь висят грозди проводов везде, в абсолютном беспорядке. Их не пытаются как-то организовать, как-то красивенько повесить, потому что знают, пройдет там несколько лет, налетит очередной тайфун, снесет все провода нафиг и их опять вешать. Все по новой. А так ты их просто с земли поднял, как соединил, и они опять работают до следующего тайфуна. Поэтому тайфун представляет угрозу, но он происходит не моментально. Типа раз и все. Вы узнаете про него заранее. Вы сможете купить билет на самолет и вообще улететь с Филиппин и прождать это время где-нибудь в другой стране. Поэтому миф про тайфуны частично правда, частично нет. Да, они несут угрозу, но если хотя бы минимально к нему подготовиться, то никакого урона для вас, кроме, может быть, испорченного отпуска, это не несет.
Может быть, вы не просто хотите смотреть ролики про путешествия на YouTube, может быть, вы сами хотите изменить свою жизнь, начать путешествовать, но вы не знаете английский язык, вы не знаете, как сделать первый шаг, так что же делать? У меня для вас есть классное решение. Я приглашаю вас в школу английского языка на Филиппины в городе Сибу. Школа предоставляет курсы английского как для взрослых, так и для детей, для семей с детьми, для возрастных студентов. Школа заселит вас в комфортабельный кампус с бассейном, тренажерным залом, с хорошим интернетом, прачечной уборкой. В общем, все под ключ, все для комфортной учебы. Обучение в школе английского языка – это классный способ интегрироваться в филиппинскую жизнь и начать жизнь заново. Если вас вдруг заинтересовал такой вариант, пишите мне на почту artemsibu@yandex.ru либо в телеграм-чат @artemsibu. Ну, также можете посмотреть вот этот вот ролик с обзором на школу на моем канале. До встречи на Филиппинах! Наркотики. Они тоже в свое время очень сильно подмочили репутацию Филиппин, потому что до 2016 года было 3 миллиона наркозависимых, 35% населения. Это при том, что филиппинцы довольно бедные, но и наркотик был тоже довольно дешевый, но и довольно разрушительный. То есть люди буквально сгорали, как будто мало бедным филиппинцам, помимо бедности, еще и наркоты им накинуть. Но произошел светлый момент. Пришел к власти президент Роберто Дутерте, и он пришел прям к таким крайне жестким мерам борьбы, так сказать, с наркотиками. Во время его карательной кампании было убито, по официальным только данным, почти 5000 наркоторговцев, и более 600 тысяч наркоторговцев сдались, чтобы не быть убитыми. Прикиньте, 600 тысяч наркоторговцев, 35% населения наркоманы. В общем, и по сей день филиппинцы очень благодарны президенту, висят даже такие плакаты. Спасибо Дутерте, что типа он изгнал наркоторговцев. И действительно, с этого времени жизнь филиппинцев намного улучшилась. То есть, ну типа, здесь до сих пор можно купить марихуану, если постараться. Но вот всякие амфетамины и всякая прочая химия за это могут прям натурально посадить на всю жизнь или даже расстрелять, как в принципе и в большинстве стран Азии. Поэтому когда-то, да, была проблема с наркотиками, но сейчас она истреблена, и ситуация с наркотиками гораздо лучше, чем даже в России или в странах СНГ. Потому что правительство действительно борется с этой проблемой, а не просто делает вид. Нищета и грязь. Я часто слышу, Филиппины – нищая страна. Ну, в общем и целом, так-то это правда, ребята. Только нужно внести ясность в понятие, что такое бедность, а что такое нищета. В моем понимании нищета – это скорее психологическое состояние, когда человек, имея возможность мыться, имея возможность стирать свою одежду, содержать себя в порядке, выбирает жить в ничтожном состоянии, то есть не мыться, никак не ухаживать за собой, не стирать ни свою одежду, распространять блог и так далее. Поэтому важно помнить, да, бедность – проблема населения на Филиппинах, но проблема именно бедность, не нищета. Филиппинцы ухаживают за личной гигиеной, филиппинцы по мере возможности ухаживают за чистотой одежды, за внутренним убранством дома. Конечно же, это не Япония. Люди, например, ходят здесь и выбрасывают мусор на улице. Не все, но это можно встретить часто. А вообще, да, если вы хотите вот гулять по таким провинциальным улочкам, то... Ну вот я сейчас иду, животные ходят на улицу прям вот сюда. То есть я сейчас приду домой, буду мыть обувь, потому что я одновременно не могу смотреть и на камеру, и на пол, куда я наступаю. Здесь много какашек. Запах... Ну, кстати, запахом вот сейчас конкретно ничего не чувствую, но часто встречают такой тоже неприятный запах разного вида. И многих людей тоже это шокирует, которые вот не видели такой бедности. Они приезжают, видят детей вот этих в старой одежде, в грязной, и их это просто жестко шокирует. Я вот вам даже не показываю. Поэтому
Понимаете, зачем вы хотите приехать на Филиппины? Если вы хотите ради красивых пляжей, природы, не видите бедности, не забирайтесь в вот эти вот деревенские глубинки, вроде тех, ну вот вроде вот таких вот улочек. Следующий миф выглядит как филиппинцы необразованные. И да, на Филиппинах есть проблема с образованием, но при этом сложно назвать филиппинцев необразованными. Вот смотрите, взрослое поколение, далеко не все из взрослого поколения имели возможность получить образование. То есть начальная школа была у всех. Все умеют читать, писать, считать. Причем даже разговаривать, люди разговаривают на 3 языках. На тагальском, на сибуанском, а это, между прочим, 2 абсолютно разных языка, они вообще нифига не похожи. Еще и на английском. То есть удивительно, малообразованные люди, но при этом полиглоты. Так вот, многие из этих людей по причине сложной жизни начали работать в довольно раннем возрасте, либо у их родителей просто не было возможности дать им школьное образование, или дать им просто какие-то мелочь на обеды, там, на тетрадки, на ручки. И они пропустили этот важный этап своей жизни. Но зато они научились сельскому хозяйству, они научились приготовлению пищи, они научились многим таким бытовым и важным моментам, которые они используют в обыденной жизни. Что же касается современных людей, современного филиппинского общества, государство и общество заинтересованы, чтобы дать хорошее образование детям. И сейчас в деревнях в школе может даже не быть окон, может не быть электричества, может быть дырявая крыша. Но при этом всем хорошее образование с упором на естественные науки. Ну потому что люди живут здесь и видят очевидную вещь, что ручной труд оплачивается очень мало, его хватает просто на выживание. Можно заработать только головой, и люди имеют очень мощную мотивацию, даже не просто себя обеспечить. Филиппинцы очень семейные люди, они держатся за свою семью, и они хотят помочь своей семье. И особо вызывает уважение, что они хотят помочь своей семье не через криминал какой-то, да, а своими знаниями, своим трудом. Поэтому миф наполовину верен, наполовину нет. Старшее поколение, да, часто не имеет образования, достаточного образования, даже школьного. Но это не делает их глупыми людьми, просто они эрудированы в других областях жизни. В общем, видос подошел к концу. Не все тут так страшно, как вас пугают. С вами был Артем и канал Филиппинские истории. До встречи в новых видео. Пока!